Здравствуйте, друзья! В шестом уроке обучающей серии видео по Home Assistant я продолжу тему добавления устройств. На этот раз мы поговорим о Wi-Fi устройствах, которые имеют отношение к экосистеме Xiaomi. Сразу отвечая на вопросы, которые обязательно возникнут в комментариях, скажу, что следующие несколько выпусков будут посвящены исключительно логике. Это будет и автоматизация резервного копирования, и сценарии, скрипты, сцены. Все именно то, ради чего умный дом и создается. Начнем мы с того же места, на котором закончили пятый урок. За это время прилетело очередное обновление, поставим его. В предыдущих уроках, в третьем если точно, я показывал, как добавлять светильники E-Light. Все сводилось к указанию IP-адреса модели и включению ночного режима. Кроме E-Light в экосистеме имеются еще светильники Philips. Для интеграции их, а также для других Wi-Fi устройств понадобятся токены. Это уникальные коды каждого устройства. Самый простой способ их добыть — это установка модифицированного Mi-Home. Я рекомендую версию сайта copyba.ru, ссылка в описании. Токен можно взять или из меню сетевой информации плагина нужного устройства, или во вкладке «Профиль» в меню предоставления общего доступа к устройству. Нажав на строку нужного токена, выделяем его, копируем и перебрасываем на свой компьютер для использования в Home Assistant. Возвращаемся к Philips. Для них нужно объявить новую секцию, она называется Light. Она стандартная для светильников системы. Конкретно под E-Light было решено в свое время создать отдельный домен. Выносим его во внешний файл. Создаем этот файл. Для большинства Wi-Fi устройств экосистемы Xiaomi используется одна и та же платформа Xiaomi MIO. Да и сам формат записи стандартный. В первой строке указывается эта платформа, потом имя устройства свое, IP-адрес, он, понятно, должен быть статическим, токен, а также может указываться модель. На этом примере прикроватный цветной светильник Philips. Модели можно посмотреть на странице интеграции, все ссылки будут в текстовом файле урока. Для стандартных светильников белого света, например потолочных люстр 490 или 620, модель можно не писать. В остальном правила те же: платформа, имя, IP, токен. В этом же файле мы можем указать виртуальные светильники на основе свечей, например физических выключателей. Принципиально для управления разницы нет, но будет удобнее видеть и использовать в автоматизациях такой выключатель, как светильник. Указываем платформу Switch, прописываем название для этого светильника и указываем имя выключателя. И перезагружаемся для применения настроек. После перезагрузки проверяем в меню состояний новые сущности. Для Philips доступны различные параметры и атрибуты, мы будем их рассматривать в дальнейших уроках. Виртуальный светильник из выключателя имеет только состояние включить или выключить. Добавим эти светильники в Lovelace на страницу, где у нас уже есть E-Light. Принцип тот же самый, в карточку сущностей и в карты светильников. Для последних виртуальный светильник не подходит, так как он не имеет контроля яркости. Проверяем, что получилось. Управление светильниками из интерфейса позволяет включать, выключать, регулировать яркость. Для цветных светильников доступна палитра, но только после включения самого светильника. Перейдем к Wi-Fi розеткам и удлинителям. Сразу рекомендую вынести их файлы в отдельную папку, так будет удобнее в дальнейшем. Создаем указанную папку. В ней делаем файл для розеток Xiaomi. Прописываем свечи по методологии, аналогичной светильникам Philips. Платформа Xiaomi MIO, имя устройства, IP-адрес, токен и модель.
На примере розетка с двумя USB портами, версия без Bluetooth шлюза. Модели смотрим также на странице интеграции, ссылка в текстовом файле урока. Следующий пример — управляемый удлинитель на 3 розетки и 3 USB. Принцип тот же, модель берем с официального сайта. Для применения настроек проверяем и перезагружаем сервер. Смотрим в меню состояния нашей новой сущности. Розетка доступна как 2 свитча. Отдельно USB и 220. Удлинитель 1, общий свитч на все. Эти устройства умеют давать энергопотребление. По уроку с ZigBee розетками помним, как достать эти значения в отдельный сенсор. Идем в папку сенсоров. Тут уже есть файл для потребления мощности. По образу и подобию создаем аналогичные сенсоры, но уже для Wi-Fi розеток. Ну а тут вы в курсе. Перезагружаясь, применяем настройки. Давайте создадим отдельную страницу в Lovelace, куда будем выводить наши Wi-Fi устройства. Светильники пусть себе будут все вместе на своей странице. Выведем карту сущности, свечи и сенсоры потребления. Обновляем и смотрим, что получилось. Следующий раздел — это климатическая техника, увлажнители, очистители, вентиляторы. Она имеет свой собственный раздел. Объявляем его в конфигурации и выносим отдельный файл. Создаем его. Как обычно, ссылку на интеграции с моделями в текстовом файле урока. Правило тут тоже не меняется. Платформа, имя, IP, токен, модель. Первый пример — это увлажнитель с пластинами, он же мойка воздуха. Еще у меня есть очиститель второй версии, он тоже прописывается в этом самом домене по тем же самым правилам. Перезагружаемся для применения настроек. В меню состояний видим, что у новых сущностей много атрибутов. Их можно вывести в отдельные сенсоры для последующего использования в автоматизации. Идем в папку сенсоров. Теперь понятно, почему нужна папка, а не просто файл. А это ведь только самое начало. Создаем новый файл, назовем его сообразно разделу устройств. Принцип создания шаблонных сенсоров мы уже применяли при создании сенсоров мощности розеток. Тут меняется только источник данных, сущность и атрибут. Создаем сенсор, который будет показывать текущую скорость увлажнителя.
Следующий шаблонный сенсор. Кстати, если писать их один за другим, то можно не объявлять каждый раз платформу, а начинать с имени. Будет показывать уровень воды, параметр depth. Так как он в исходном виде не в процентах, а в каких-то своих единицах, этот шаблон содержит преобразование в проценты. Также в увлажнителе имеется свой сенсор температуры и влажности. Выведем эти показания в отдельные сущности, тут преобразования не требуется. Используя тот же принцип, сделаем сенсоры для очистителя. Первый – скорость или режим его работы. Следующий – процент расходования фильтра, тут тоже преобразований не требуется. В очистителе есть сенсоры температуры и влажности, можно забрать их параметры тоже. И в конце возьмем показания датчика PM2,5 мелкодисперсных частиц, хотя есть мнение, что в этой модели очистителя он не самый точный. Для применения параметров перезагружаемся. Проверяем, появились ли сенсоры панели состояния. Если все сделано правильно, они там будут. Выносим их на странице Wi-Fi устройств Lovelace. Для увлажнителя и очистителя делаю отдельные карты. Включаем режим копипаста. Проверяем, что получилось. Следующее устройство – это монитор качества воздуха, младшая модель с расчетным значением CO2. Монитор имеет отдельную интеграцию, которая называется качество воздуха. Создаем ее, как и остальные, с выносом в отдельный файл. Ссылка на нее также в текстовом файле урока. В файле прописываем привычным же образом платформу, имя, IP и токен устройства. Перезагружаемся. После перезагрузки в меню состояний в самом начале видим сущность качества воздуха. Все показания находятся в атрибутах. Поэтому по испытанному методу снова идем в папку сенсоров, создаем файл для новой сущности и создаем сенсоры качества воздуха. Кстати, в этой интеграции, я не знаю почему, не вывели значение температуры и влажности. Для меня это загадка, поэтому из 5 значений монитора можно взять только 3. CO2, он, напоминаю, расчетный, летучие органические вещества и содержание частиц PM2,5. Для применения перезагружаемся. Для полноты картинки остается только вывести показания на карточку интерфейса Lovelace.
И в завершение урока хочу напомнить, что относительно недавно я делал видео по интеграции Wi-Fi инфракрасного контроллера Xiaomi в систему Home Assistant. Видео абсолютно актуально. Там все рассказано очень подробно, поэтому дублировать его я не вижу смысла. Конфигурацию, которая показана в этом видео, я тоже перенесу на учебный сервер. Само же видео будет доступно и в плейлисте уроков по Home Assistant, и в виде ссылки в описании под этим уроком. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!